Привет, ребята! Меня зовут Алекс, и сегодня я вам расскажу про медицинскую страховку и медицину в Америке. Ничего тут смешного нету, просто я очень рад, что вы смотрите, лайкаете и подписывайтесь на мой канал. Итак, поехали! Я вам дам пару советов, то, что касается медицинской страховки. Думаю, это вам прибавит уверенности и облегчит процесс адаптации в Америке. В общем, как-то упал я с велосипеда и сломал себе руку. Так как ситуация была неопределенная, мне пришлось обратиться в 3 разные клиники. Так как у меня не было медицинской страховки, в первой клинике я оставил $260 только за консультацию и рентген. Во второй клинике я оставил $540 за консультацию, рентген и уже за гипс, материал и за работу. И про третью клинику что хочу сказать, это клиника для малоимущих. Ну, чтобы вы сравнили цены, консультация в первой клинике мне стоила $150, во второй клинике мне стоило $250. Видимо, там врач более опытный. И в третьей клинике мне стоило всего лишь $20. Несмотря на значительную разницу в цене, сервис и квалификация врачей в клинике для малоимущих довольно хорошая, на мой взгляд. Больше информации про клинику для малоимущих Country Doctor вы можете прочесть вот на этом веб-сайте. Имейте в виду, это название Country Doctor, клиника для малоимущих, это название только для штата Вашингтон. В других штатах такого рода клиник для малоимущих имеют другое название и, соответственно, веб-адрес разный. Кстати, визит вы оплачиваете к врачу перед тем, как врач вас посмотрит. И не имеет значения, там, вы умираете от боли или там у вас просто прыщ на заднице вышел. Наверное, они это делают, что вы потом не сделали вот такое лицо и сказали: а у меня нету денег. Итак, поехали далее. По поводу медицинской страховки. Если у вас нет работы, вы, конечно же, можете купить сами себе медицинскую страховку, но она вам обойдется очень-очень дорого. Самая простая страховка, которая мало что покрывает, обойдется вам примерно в $700-800 в месяц, насколько я знаю. Если вы уже работаете, тогда уже зависит от компании. Разные компании, разные медицинские страховки. Где-то вам и за нее полностью оплачивают, а где-то вам придется частично за нее платить. Это зависит, есть у вас жена, дети, муж, и покрывает она только вас или остальных. И, конечно, вы наверняка уже знаете, что с ценами в больницах и медицинскими страховками в Америке, проще говоря, туго. 100% расходов медицинские страховки не покрывают. Может, там в Канаде, в Германии, Австрии, Швейцарии с медициной немного лучше. Тут в Америке вам в любом случае нужно будет платить что-нибудь в больницах. Просто со страховкой будет немного дешевле. И теперь самое важное в этом видео для иммигрантов Green Card. Как только вы пересекли границу в Америку, у вас есть максимум 60 дней на очень базовую, но бесплатную медицинскую страховку от государства. Да-да, вы не ослышались, бесплатная медицинская страховка. По крайней мере, это тут в штате Вашингтон. Печалька, но когда я упал с велика, это уже был 66-й день. И тетя из Department of Social and Health Services говорит мне по телефону: чувак, извини, но ты уже профуфукал вспышку, ты уже здесь больше, чем 60 дней. Поэтому не надо мне говорить, что в бумагах по иммиграции ничего не написано про 60 дней там, или медицинские страховки. Это мой личный опыт, и я с вами бесплатно им делюсь. Источниками информации, которой я с вами делюсь, являются только официальные веб-сайты. Ссылки на сайты я предоставляю на самом экране видео, а также немного ниже в самом описании этого видео. И, конечно, другая часть информации, она из моего личного опыта. Хотите верьте, хотите нет, это ваше личное право. Любую неофициальную информацию лучше подвергать сомнениям, и это правильно. Тем более, когда правила в разных штатах отличаются, и с течением времени они меняются. Ребята, на будущее я планирую с вами поделиться опытом, как решить, в какой штат лучше поехать, в какой город, как найти работу, как найти жилье. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, берегите себя, не болейте и удачи вам!